Всем огромный привет! Вы на канале Вечное Лето. И сегодня мы вам подробно расскажем о том, как переехать в Турцию на постоянное место жительства, как найти здесь работу, сколько нужно денег для комфортного пребывания здесь. За нами уже заехала Карина. Мы сейчас отправляемся на турецкий завтрак и зададим ей самые популярные вопросы на тему переезда и жизни в Турции. Привет! Какая ты красивая вообще! Привет, Саша. Здравствуйте. Это тебе подарок. Ой, спасибо. Это моя любимая большое. маска. Это Антон, Привет, приятно познакомиться, Света. Очень приятно. Карина, расскажи, пожалуйста, куда мы едем? Я решила поменять локацию завтраков. Так. Обычно мы с вами едем в горы, где классические турецкие завтраки. Вот. Но все-таки уже многие подписчики вас знают эту локацию. Сейчас меняем. Едем в порт. У нас очень много открылось в Алании современных таких ресторанчиков, где вот красивые панорамные виды. И вот это кафе сейчас все рекламируют, говорят, что очень вкусно. Я еще сама там не была, прям эксперимент, с вами едем. Надеюсь, что нам понравится. Давай, Саша, на переднее, мы с тобой на второе. Давай, Антон, ты сзади. Ты пока туда. Вот яхт-клуб. Машину поставили на паркинг, и за нами приехала машинка. Так, кстати, если кто-то захочет это кафе посетить, мы узнавали, оно с 10 утра работает. То есть хотели пораньше, чтобы не жарко. Так что все, вот у нас VIP-трансфер, погнали. Как Свет. в Монако. Как в Монако. Вау! Как Слушай, здесь красиво. Красиво, да? Смотри, прям бассейн Infinity, панорамный вид. Здесь можно делать романтики, мне кажется, вечером, да? Да. Или предложение, например. Да, даже на целый день сюда прийти, бассейн Класс. с видом на море. Так, теперь идем смотреть завтраки. Очень красиво. Супер место нам досталось, прям Самое около красивое. водички. Смотри, тенечек. Да, спасибо большое. Расскажи, пожалуйста, про особенности турецких завтраков. Что это такое вообще, турецкий завтрак? Турецкий завтрак – это такое питание полностью сбалансированное. То есть смотрите, как у нас шикарно накрыт стол. Мы, как правило, его не съедаем весь полностью, но здесь есть и фрукты, и овощи, и сливочное масло, и сыры. Это, значит, классическая яичница турецкая с помидорками, наша глазунья, выпечка турецкая, как всегда, вкусно, чай, каймак. Ну, то есть полный стол. На Это любой всегда вкус. сет блюд. Мы не заказываем отдельно яичницу, Да. омлет. Ты говоришь, приходишь, турецкий завтрак, и тебе приносят. Сколько персон? Да. Да, столько и будет накрыт стол. В каждом заведении примерно все похожее, но может отличаться какое-то блюдо. В Турции мы не были несколько лет, и за это время у нас появилось много новых зрителей. И хочу еще раз вам напомнить про нашу Карину. Карина, Здравствуйте. расскажи, пожалуйста, как давно ты переехала в Турцию и откуда? Я переехала 10 лет назад из России, из города Астрахань. Всем из Астрахани большой Да, привет. всем привет, моим землякам, да, и всей России. А что было самое сложное в переезде сюда? Ну, самое сложное было, наверное, все-таки адаптироваться и ассимилироваться здесь. А сейчас это более все налажено, многие компании помогают клиентам ассимилироваться, подсказывают все, а 10 лет назад этого не было. То есть и комьюнити русскоговорящих людей было небольшое, и поэтому нам приходилось самим все изучать, самим привыкать, адаптироваться. Вот. Но, в принципе, мы этот путь прошли, и сейчас мы уже помогаем нашим клиентам. Сейчас, наверное, на 80% легче, чем было раньше. Вот. Это вот такой момент. Все-таки это другая страна, другой менталитет, другие продукты, другой язык. Вот с этим были сложности. Расскажи, ты переехала же не одна, ты всей семьей переехала? Да, я мама 3 детей. Вот. Да, я замужем, живу с мужем уже 25 лет. Мой муж не турок, это самый любимый вопрос, Да. наверное, замужем за турком. Нет, он россиянин. Мы из одного города приехали сюда вместе. Был такой план, мы жили в Астрахани, у нас все там было неплохо, у нас своя фирма там есть, строительная компания, и до сих пор она существует. Но мы хотели жить на море. Вот. Тогда было легче с переездом, с переводом денег. Ну, все это было более открыто, более легко сделать, спокойно. И вот мы потихонечку начали здесь приобретать недвижимость. Сначала купили 1+1, еще одну 1+1 и жили по 3 месяца. 3 месяца здесь, 3 месяца в России. И вот наступил такой момент, когда мы наладили свой бизнес и поняли, что мы можем оставить бизнес на доверенных людей и приехать сюда. И уже пробовать жить на море. И вот, наверное, года через 2, когда я стала возвращаться домой в Россию, ну, то есть мы периодически ездили, я начала понимать, что
моя страна, мое место жительства здесь. То есть меня подружки спрашивали, у тебя где дом? И вот 2 года я, наверное, говорила, все-таки дом Россия. Я там как бы больше на отдыхе, как гость. А через 2 года я уже приезжала и говорила, нет, все-таки я хочу вернуться домой. Я подсознание ловила, что мне надо быстрее вернуться в Турцию. А ты рассматривала какие-то еще города для переезда турецкие? Да, изначально вообще была мысль такая. Мы участвовали, грин-карт, хотели выиграть грин-карт, уехать в Америку. Но это было очень давно, это лет 20 назад. Мы не выиграли, у нас ничего не получилось. Потом начали думать о том, что нам надо жить все-таки на море. Испанию рассматривали. Доллар, евро у нас тогда рухнул. И мы откатились назад. Мы ничего не могли приобрести в Европе, в Испании. И наши друзья купили квартиру в Турцию, нам посоветовали, и мы по протоптанной дорожке пошли за ними, потому что было страшно, не было знакомых. Пошли в эту же компанию и уже вот купили квартиры здесь и стали жить на море. Понятно. Многие спрашивают, можно ли здесь найти работу, не зная турецкого языка? Вы знаете, на сегодняшний день уже можно. Раньше было очень тяжело. Чем больше стало приезжать русскоговорящих иностранцев, тем больше стал спрос на наших специалистов. Второе дело, кто как работает, законно или незаконно, это уже второй вопрос. Ну, не знаю, к сожалению, наверное, туркам много работает людей незаконно, но многие уже сделали себе рабочие визы, работают официально, ну, чтобы спать спокойно. И востребованность в наших специалистах на самом деле большая. Хорошо, супер. А расскажи, пожалуйста, твои дети ходят в турецкую школу, Да. я знаю. Да. Здесь есть и русскоговорящие? У нас есть русскоговорящая школа. Она, кстати, сейчас получила аттестацию. Раньше у нас детки сдавали ЕГЭ в Москве, то есть здесь учились и сдавали, сейчас уже сдают Турция. У тебя дочка выпускница? Да, у меня 9 класс она. Ага. Вот. А мои детки, так как мы с мужем сели на переговоры и все-таки решили, что мы остаемся в Турции, у меня не было смысла отдавать русскоговорящую школу. То есть я дала и в турецкий садик, потом мы пошли в турецкие школы, и сейчас уже лицей турецкий у старшей дочки. Естественно, они говорят в совершенстве на турецком языке, ну и то есть учатся, получают образование турецкое. Насколько сложно было детям адаптироваться здесь? Дети были маленькие, им не было сложно. Вот. Но чем старше ребенок вы привозите, тем ему сложнее будет адаптация. Вот. Но я так скажу, лет до 10, если малыш, то ему легко адаптироваться, еще можно. Потом уже наступает переходный возраст у ребенка, он уже привязан к друзьям, к своим там кружкам, да. Ну, ему уже не хочется менять свою локацию, свой, образ жизни, так сказать. И тогда уже с ним родители проводят беседы, пытаются его как-то уговорить, объяснить, что будет лучше. Ну, буквально проходит полгода, максимум год, и уже подростки тоже адаптируются хорошо. И дети очень быстро учат языки. В Турции очень вкусные продукты. И яйца, и сыры, и хлеб, и масло. Я читаю состав, и состав всегда натуральный. Здесь нет таких огромных магазинов, где 1500 видов молока, масла, и надо там выбирать. То есть здесь все примерно в одной ценовой категории, и все хорошее и качественное. Даже смотрите, какие желтки у яиц, как от наших домашних курочек. Все очень вкусное. Карина, скажи, пожалуйста, часто спрашивают у нас, сколько нужно денег в месяц для комфортной жизни в Турции? На двоих. Я знаю, что это такой вопрос индивидуальный. Кто-то живет на широкую ногу, кто-то там может поэкономить. Ну вот, хотя бы для ориентира. Давай тогда мы убираем одежду, Да. убираем рестораны, ну, то есть вот так, да. Если, то есть, вы ходите на рынок, готовите дома, мы вот говорим питание, да, это где-то на двоих, ну, я думаю, 700 евро. Если в рублях, там, давай, ну, я сейчас округлю, сейчас курс не такой, там, ну, 70-80 тысяч рублей. То есть мы туда можем включить коммуналку полностью, значит, это будет вода, свет, айдат, это, ну, комплекс обслуживания, и плюс питание, с учетом того, что вы кушать будете сами дома делать, варить. Поняла, спасибо. И давай перейдем к вопросу, что сейчас с рынком недвижимости в Турции? Вот сейчас, буквально, наверное, недели 3 назад у нас открыли районы. Что это такое? То есть у нас были закрытые районы, и люди не могли, наши покупатели новые, получить ВНЖ. Те люди, которые покупали в закрытых районах и не получали ВНЖ, сейчас все открыли, дают без проблем ВНЖ, они пошли и получили их.
Поэтому за счет этого рынок сейчас оживился. Сейчас очень хорошо идет вторичный сегмент. Также и новострой идет, потому что дает хорошие рассрочки, беспроцентные. Почему хорошо идет вторичка? Потому что у нас цена, например, двухкомнатной квартиры, это в рублях 7-8 миллионов рублей. То есть рынок был в кризисе, цены упали, и сейчас они еще не успели подняться. Вот И это окно возможностей. Окно возможности, да. То есть вот пока есть такая возможность, можно купить. Если это будет трехкомнатная квартира, например, 2+1, это можно купить хорошую квартиру за 13 миллионов рублей, 15. Ну, потолка нет и выше. Это будет комплекс с бассейном, с тренажерным залом. Полностью, да. И, естественно, вы тоже получите ВНЖ. Там будет 2 вида ВНЖ, это я потом все объясню. Вот. Поэтому, в принципе, на любой вкус, на любой кошелек, да. Ну, вот я говорю, если 7 миллионов двухкомнат, это полноценная, с хамамом, с сауной, с бассейном, вот полностью. Можно взять квартиру и получить ВНЖ, туристик на всю семью. 1+1 от скольки стартует? Цена? Да. От 7 миллионов рублей, я скажу так. Ну, допустим, от 70-75 тысяч евро. Это вот будет выбор. как у нас, спальня и гостиная с Да, кухней, как правильно? у вас, да. Ну, площади разные есть, побольше, поменьше, разные. А как происходит процесс оформления ВНЖ? Очень сейчас легко и быстро Вы помогаете с происходит. этим? Конечно, мы полностью все делаем. То есть вы приобретаете недвижимость, определяетесь с объектом, оставляете аванс. В течение недели мы вас оформим. Вы получите свидетельство о праве собственности, которое называется ТАПУ в Турции. Как только у вас будет ТАПУ на руках, мы сразу идем, подаем, у нас есть своя юридическая компания, подаем на ВНЖ. Вам назначают день и время, это называется рандеву берем, когда вас пригласят на ВНЖ, вы подаете все документы, и в течение 2-3 дней вам приходит одобрение, смс-очка, вы получили ВНЖ, а изготовление карточки, сейчас до 10 дней. Что будет дальше, не знаю. Сейчас уже пошел поток людей, может быть дольше. Но самое главное, что пришло одобрение, смс-очка. То есть вы уже легально находитесь на территории Турции. А как получить турецкий паспорт? Турецкий паспорт есть у нас 2 вида. Это такие самые, их больше видов, но приемлемые для иностранцев. Это купить недвижимость в пределах 400 тысяч долларов кадастровая стоимость. Плюс-минус так и получается. И вы получаете сразу, то есть вы оформились, мы подаем документы, вы уже легально находитесь на территории Турции, и через 6 месяцев вы получите турецкие паспорта мама, папа, дети до несовершеннолетия. До совершеннолетия. До совершеннолетия. До 18 лет. Да, до 18 лет, извините, да. То есть даже если ребенку 17,5 лет, и вы успели подать, а когда будет сама выдача 18, он успеет, то есть он получит. Это самый легкий вариант, но он самый такой небюджетный, скажем, да, надо заплатить деньги. Потом обременение накладывается на объекты, которые вы взяли под гражданство на 3 года. Не можете продавать эти вы не квартиры можете, 3 вы года. можете их там сдавать, вы можете жить, ваши друзья могут жить. И через 3 года вы можете продать их. То есть деньги, как я говорю, возвращаются в кассу, в семью. Да, еще подорожает. Да, Еще да. подзаработаешь, Если правильно, паспорт да, бесплатно. если правильно подобрать, то еще и подорожает. Вот. А также можно получить гражданство. Если вы покупаете недвижимость на 200 тысяч долларов, вы получаете ВНЖ по ТАПУ, это не туристик, допустим, вам дают на 2 года, и через 5 лет вы получите гражданство, также на всю семью, но вы должны здесь проводить основную массу времени здесь, в Турции. У вас будут небольшие вылеты в течение года, это я уже клиентам непосредственно буду объяснять. А вы помогаете с получением именно паспорта? Конечно, да. Любой запрос. То есть квартиру приобрели, мы изначально, когда начинаем работать, мы спрашиваем, для чего вы покупаете квартиру. Мне ВНЖ не надо, я хочу на ней зарабатывать на этой квартире, я буду сдавать в аренду, иногда сам прилетать. Пожалуйста. Я покупаю квартиру, вы мне должны помочь с ВНЖ, чтобы я спал спокойно. Все, ТАПУ получили, поехали. Мы прям едем на рандеву вместе с клиентами, все, до получения ВНЖ. Также гражданство. Сделали пакет документов под гражданство, купили, сделали пакет, едем к нашему адвокату. И он уже, вы даете доверенность, и он полностью вами занимается, и вас приглашает только уже, когда пальцы откатать и получить карточку. Поняла, спасибо. Если захотите получить турецкий паспорт или оформить ВНЖ в Турции через покупку квартиры, то обращайтесь к Карине. Ее контакты будут, как всегда, в описании под этим видео. Вопрос наболевший, который нам тоже часто задают.
Зачем покупать квартиру в Турции? У них непонятки с ВНЖ. Сейчас дают, потом не дают. Купишь квартиру, а ВНЖ не дадут. Вот переставали давать, неизвестно, что будет дальше. Расскажи вот про этот момент. Ну, эти вопросы, в принципе, они правильные. Если будут такие комментарии, на самом деле Турция страна, которая раньше давала очень легко ВНЖ. Она давала не только по свидетельству о праве собственности, не только по ТАПу, но и по аренде. И у нас прибыло огромное количество иностранцев сюда. Это не только там русские, украинцы. У нас в комплексе вообще нет русскоговорящих. Мы вчера были в бассейне, там одни немцы, ну еще кто-то. Да, и вы же не забывайте, что у нас Турция это не только Алания, это же и Стамбул, да, то есть очень много иммигрантов приезжает, иностранцев, и все получали вот это ВНЖ. Да. Потом в какой-то момент получился, что перебор уже с выдачи ВНЖ. Очень много людей приехало. Очень много людей, и самое главное, что многие получали ВНЖ, но не жили. А в системе карточки были выданы. И когда начали мониторить, то в каждом районе должно быть не больше 20% иностранцев. То есть должны жить 80% турков и 20% иностранцев. А у нас уже было чуть ли не 50, чуть не 60 на 40. И, соответственно, это уже так дело не пойдет. Турция решили. И закрыли районы. Были определенные только районы открыты. Но что я хочу сказать. Те люди, которые получили ВНЖ изначально, если оно было правильно получено, никому ничего не аннулировали. То есть даже были в закрытых районах получены ВНЖ, они продлевали 5 лет, 10 лет, никаких проблем, никому аннуляции не было. Вот, подтверждение скажу, у меня живет здесь подруга с детьми, с мужем, и у них квартира в Махмутларе. Да. Уже давно они ее купили. И им не аннулировали ВНЖ, они его также продлевали. Конечно, кто получил изначально, тому всем продлевали. Просто новые переставали давать на определенное время. Был момент, когда люди бедные попали в такую ситуацию, вот в переломный момент, когда они только купили квартиру и отменили ВНЖ, они не успели. Но за счет того, что сейчас открыли все районы, дают ВНЖ, они пошли, несмотря на то, что они покупали тогда, и все получили ВНЖ. То есть, как вы, например, вы можете пойти сейчас и получить ВНЖ, район открыт. То есть, если мы его сейчас получим и будем периодически его постоянно продлевать, нам его не аннулируют. Да. К чему я это все говорю? Что надо просто пользоваться моментом. Да. Сейчас районы открыты, спокойно дают ВНЖ, никаких очередей нет. Да. Есть возможность его приобрести квартиру и получить ВНЖ. Даже если какая-то ситуация произойдет, вам его всегда будут продлевать. Даже когда была пандемия, запрещали людям вылетать из страны, но у кого было ВНЖ, им разрешали. Залетали, вылетали, были сборные самолеты, и люди перемещались. А дорого оформить ВНЖ по деньгам? На сегодняшний день на одного человека 8 тысяч рублей. Вообще недорого. Там может быть чуть-чуть плюс-минус из-за страховки, а страховка уже рассчитывается по возрасту человека. Поэтому это достаточно на самом деле недорого. И дается на год? А если это туристик, это дается на полгода, потом на год, на 2. Если это по ТАПу, по ВНЖ, мы это потом отдельно я расскажу, то дается сразу на год, а могут и на 2 сразу дать. Тут все хвалят вот это варенье, здесь кусочки лимона и что-то еще. И я заинтригована. Лимонное варенье, даже джем, но оно не сладкое, чуть-чуть сладость присутствует, но в основном свежесть. Понравилось, вкусно. Можно домой привезти. Еще такой вопрос. Вот человек хочет купить квартиру в Турции. Как ему оплатить свою покупку? Как перевести деньги? Очень актуальный вопрос. Если наши клиенты из России или из стран СНГ, мы помогаем с переводом средств. А если из Европы, вы можете со своего счета перевести деньги на счет строительной компании. Для новых зрителей мы про тебя уже кое-что рассказали. И для наших старых зрителей расскажи, пожалуйста, как твои дела? Многие спрашивают, как у Карины дела, как у нее работа, что нового в жизни? Все хорошо, мои дети растут. Я не меняла локацию, как я жила в Турции, именно в городе Алания, так я здесь и живу. Также со всеми вместе переживали кризис некий. Сейчас, слава богу, все наладилось. Живем, встречаем наших клиентов. В принципе, все хорошо, слава богу. Вам клиенты привозят какие-то подарки из России? Подарки из России привозят. Что вы любите, когда вам привозят? Чего вам тут не хватает? Ой, прямо любите. Это всегда такой тяжелый вопрос, потому что я немножко как стесняюсь, никогда не про нет. Не просишь? Нет, никогда. Поэтому люди сами на свое усмотрение. Так, что нам привозят? Колбасу привозят. Я тоже привезла.
колбаса селедка. У меня девочка приехала из Санкт-Петербурга вот буквально 4 дня назад и привезла по умолчанию 5 килограмм свинины замороженной. Прикол. Я в таком была в шоке. Я говорю: Маша, тебе на границе ничего не сказали, что за расчлененка? Они говорят: нет, все нормально. Говорит: вот тебе будешь делать свиной шашлык. Ну вот здорово. такие вот. Ну, кто-то шампанское, кто-то такого плана. Кто-то ничего не привозит, это тоже нормально, потому что мы работаем, и наша задача правильно подобрать недвижимость. Услуги агента в Турции кто оплачивает? Услуги агента Турции оплачивает строительная компания. Покупатель вам ничего не И платит? продавцы. Да, вот кто продает, тот и оплачивает. Неважно, это вторичный сегмент, либо строительная компания. Покупатель ничего не оплачивает, он только покрывает расходы для получения ТАПУ, то есть свидетельства о праве собственности. Вот когда мы уже идем в палату все регистрировать, он платит госпошлины. Это его именные, то есть нам он ничего не платит. Мы приехали в самый центр города Алания, в адвокатскую коллегию, к нашему юристу-адвокату Фатих Барчин. Это один из известных адвокатов в нашем городе, и все наши контракты и сделки, прозрачность, их чистоту мы проверяем через него. Вот хочу вас познакомить, он русскоговорящий, и для нас это будет очень комфортно. Хочу вас познакомить, как мы ранее проговорили, с нашим адвокатом Фатих Бей Барчин. Добрый день. С юридическим и адвокатским стажем 15 лет. Мы всегда работаем только с ним, потому что нам комфортно, он очень хорошо знает русский язык. Поэтому наши клиенты всегда могут излагать свои мысли, проблемы, и он нас всегда консультирует. А скажите, пожалуйста, как вы выучили русский язык? Я был в курсе Томере около месяца. Потом у меня был дома онлайн-курсы. Понятно. А какая основная сфера вашей деятельности? По каким вопросам к вам обращаются? Ну, конечно, наша сейчас популярная тема недвижимости. Мы помогаем нашим клиентам через покупку недвижимости, получить туристское гражданство, получить вид на жительство. И тоже у нас есть много гражданских дел. И кроме этого, у нас есть много уголовных дел. И давайте сразу перейдем к теме ВНЖ. Расскажите, вот сейчас открыли все районы для ВНЖ? Да, все районы сейчас открыты для ВНЖ, получения ВНЖ. Ага, вот у нас квартира в Кестеле, мы можем получить ВНЖ, верно? Да, сейчас можете подать заявление за получение ВНЖ. Это несложно, вы все этим занимаетесь? Ну, не сложно, но, конечно, надо подготовить правильные документы. Из-за этого сейчас они открыли районы. Но люди думают, ну, открыли, но получить ВНЖ, нам надо покупать недвижимость для $200 000 или больше. Но это только для вид на жительство через ТАПУ. Из-за этого, если вы получите туристическое вид на жительство, вы можете покупать одну недвижимость в Кестеле, например, и вы можете получить туристическое вид на жительство. Поняла. Тогда много людей спрашивают, какая разница есть между туристическим вид на жительство и вид на жительство через ТАПУ, через право собственника. Такого разница есть. Если вы можете получить вид на жительство через ТАПУ, через право собственника, тогда, если вы живете в Турции в течение 5 лет, тогда вы можете подать гражданство. Но через туристический вид на жительство такого возможности нет. Такого разницы. Только через покупку недвижимости можно претендовать на гражданство. Да, и, ну, конечно, это должно быть больше, чем $200 000. Понятно. И Кадастровая стоимость. Да, кадастровая стоимость больше, чем $200 000. Тогда через 5 лет у вас есть возможность подать заявление о получении гражданства. Понятно, спасибо. А вот еще такой вопрос. Когда покупается квартира в Турции, люди находятся в браке. Нужно ли согласие супруга, как вот у нас в России, на покупку и на продажу недвижимости? Нет, у нас такого законодательства нет. Вы можете покупать недвижимость без разрешения вашей жены или муж. И, конечно, вы можете продавать. Спасибо. А у меня еще вопрос по гражданству. Вот, допустим, семья, 2 взрослых, 2 детей до 18 лет, покупают квартиру дороже 200 000 евро, она проходит. То есть через какое-то время они могут подаваться на гражданство. И паспорта всем дадут? Всем дадут, но они должны жить в Турции в течение 5 лет. Они должны узнать турецкий язык, учить турецкий язык, Так. потому что они спрашивают вопросы
на турецком, вам Сложно надо ответить. это, по-вашему, Ну, этот экзамен? Если честно, вы постоянно жить в Турции 5 лет, это не будет сложно. Поняла. Но есть у нас второй вариант, покупка недвижимости больше, чем 400, тогда вы можете сразу подать заявление. Без экзамена, без знания турецкого языка и не живя здесь 5 лет, правильно? Да, правильно. Здорово. И как быстро дадут паспорт после покупки? После покупки около, сейчас продолжает процедура 6-8 месяцев получения гражданства. Из-за этого это сейчас самый лучший вариант. Иногда много клиентов спрашивают меня, я скажу, 200 вы покупаете и получите вид на жительство, и через 5 лет можете подать. Если у вас возможность 400, вы можете сразу, например, если вы покупаете недвижимость, сегодня, завтра подаете документы для гражданства. Из-за этого это лучший вариант сейчас. А вообще много русскоговорящих людей к вам обращаются за видом на жительство, за гражданством? Много. В нашем офисе около 90% наших клиентов из СНГ страны. Россия, Украина, Беларусь. А как вы думаете, вот эта история с открытием районов и с тем, что снова начали давать ВНЖ, как отразится на стоимости недвижимости, на ценах на квартиры? Ну, конечно, немножко надо времени. То есть вы думаете, цены пойдут вверх? Да, конечно. Я так думаю. А еще скажите, пожалуйста, как работает закон о праве собственности для иностранцев? Можно ли здесь купить квартиру в полную частную собственность? Продавать, передавать по наследству, дарить? Или для местных один закон, для иностранцев другой? Нет, разницы нет для такого закона. Вы когда вы покупаете, например, квартиру, вы 100% хозяин тоже доли земельный участок и квартира. Вы можете дарить, можете продать. Это 100% ваша квартира с долей земельным участком. Это важно, потому что есть в других странах разные, например, вы покупаете квартиру, но вы не можете покупать доли земельным участком. Такого разницы есть, но в Турции вы 100% хозяин квартиры и доли тоже земельным участком, которые они построили, эта квартира. С Fatih Bey мы работаем уже много лет. Все наши пакеты документов он проверяет. Все пакеты под гражданство, когда люди покупают, мы делаем только через него, потому что всегда все четко, ясно, понятно, прозрачно. Оставляем доверенность, и можно уже спать спокойно. Fatih Bey только нам звонит, вы на таком этапе, вам надо приехать, значит, пальцы откатать, и уже нас приглашают торжественно получить турецкие паспорта. Также мы получаем внутренние турецкие паспорта и сразу подаем на иностранные турецкие паспорта. Это буквально 2-3 дня, и мы их получаем. Поэтому всегда держимся друг за друга, вот, и все наши сделки проходят успешно. Fatih Bey, спасибо вам большое. Вам спасибо. Да. Спасибо. Вам спасибо. Да. Ребята, если у вас остались еще какие-то вопросы, я надеюсь, что они у вас остались, пишите их в комментариях, и Карина, как будет время, ответит. Да. Может, они не касаются недвижимости, просто о законах Турции. Пишите, мы ответим. Все, всего вам Спасибо. доброго, всего хорошего. Все, Fatih Bey, давайте. Приятно Хорошего дня, познакомиться. рабочего. Всего хорошего. Ну и сейчас я попросила Карину показать какие-нибудь готовые квартиры на продажу, чтобы понять уровень цен, что из себя представляет квартира. Куда мы приехали, что это за комплекс? Мы приехали в район Кестель, комплекс называется Калипсо. Ему буквально 2 года, он свежий, 250 метров до моря, есть свой частный пляж, на море есть подземный переход, это очень удобно, потому что когда к нам гости приезжают, клиенты, им обязательно там с колясочкой пройти, ну это комфортно. И вот этот комплекс, он с полной инфраструктурой. Алания очень маленький город. И у нас практически вот эти дома, которые близко к морю, 250-300 метров, уже мало что строится и продается. Здесь еще вот такой, смотрите, масштабный большой комплекс успели построить, то есть большая территория. Да. Здесь есть открытый бассейн с горками. Кстати, часто клиенты, например, которые покупают у нас, покупают с горками. Вроде бы такая маленькая деталь, но они, например, сдают в аренду, и если арендатор спрашивает, есть горки или нет, не берут в аренду, потому что все малыши хотят кататься на
на горках. Здесь у нас есть теннисный корт, хамам, сауна, зона барбекю, охрана 7/24, есть генератор, то есть комплекс полнейший, вот все, что можно, здесь есть. Плюс есть паркинги, они открытые, но около каждого подъезда вы можете поставить свой автомобиль. И, кстати, здесь очень хороший район, это мой любимый, потому что я здесь живу сама, я его выбирала. И мы тут живем. И вы живете, да, Кистель называется. Здесь вся инфраструктура развита, здесь французский магазин Carrefour, Migros, аптека с русскоговорящими продавцами, ну, то есть все есть здесь удобные ресторанчики, и кафе, и кофейни. В общем, это один из самых наших любимых районов. Плюс в Кистеле нельзя строить многоэтажки. У нас 5-этажные блоки строят, и это тоже большой плюс, потому что, например, район Махмутлар высокие постройки, да, и у них более жарко, несмотря на то, что район, все районы небольшие, плавно перетекающие друг друга, но там жарче, чем у нас. И Кистель, он ближе к центру, к Клеопатре, то есть Больше буквально зелёный. больше зеленый. Сели на автобус, 15 минут, и вы уже в центре. Пойдем смотреть квартиру. Пойдем. Квартира находится у нас на 2-м этаже. По факту это как 3-й этаж. И самое главное, что вид у нее будет на бассейн. Это тоже самые востребованные квартиры, потому что все просят на бассейн, чтобы следить за детьми. И все было перед глазами. Так, идем смотреть квартиру. Пойдем. Проходи, Свет. Вот Вау, такая вот у нас красиво. красота. Это квартира 1+1. Здесь вообще полностью переделан ремонт. Вот абсолютно все. То есть у нас, ты знаешь, да, в Турции сдаются квартиры с отделкой, но это минимальная отделка, то есть это стены под покраску, встроенная кухня. И что у нас еще? Ну, все и подсветочка будет, да. Здесь полностью люди. Эта семья продает, которая дизайнеры. И они всю душу вложили. И муж, и жена дизайнер, и вот они с любовью сделали вот такую вот красоту. Вот такую квартиру в таких. Ты любишь такие цвета? Да, мне очень нравится. Я люблю, что разные цвета. Да, они Мне такие нравится, что спокойные. много мест для хранения, Да. интересно. можно Даже разглядывать. поменяли фасад кухонный, то есть здесь был другой, здесь белый цвет. Вот, они сделали все вот в таком стиле. Вот все, что здесь есть, здесь все полностью остается. Вся техника, ковры, шторы. Здесь абсолютно новые вот сплит-системы. Все подобрано со вкусом. Квартира, вот знаешь, такая сделана с любовью, реально. Сколько стоит? Она стоит 118 тысяч евро. 118 Да. тысяч. Но с учетом того, что здесь можно зайти и жить, то есть люди ничего не будут забирать, я думаю, что это прекрасная цена. И если еще комплекс 250 метров до моря, это тоже круто. Сколько здесь квадратных метров? Здесь 56 квадратных метров. О, Она какая как у красивая. вас. Квартира. Смотри, какие красивые, да? Роскошно. Да. Молодцы, мне очень нравится. Мне тоже нравится. Все в красивых тонах. Вот этот рыжий, он Как серым. шоурум. Да, Обычно рыжий. застройщики Да, такую да, красоту да, да. Рыженький показывают. с серым Правда, очень красиво. хорошо дружат между собой. Так, пойдем посмотрим балкон. Ребята, напишите в комментариях, как вам. О, какой красивый комод. О, здесь даже мебель красивая на балконе. Да, все подобрано, все вот со Сашими, у вкусом. кого-то такая мебель. И Вау. вот то, что я говорила, вид идет на бассейн, и дорога, в принципе, подальше, здесь тихо. Ну, в общем, вот И такая пляж здесь хороший. Пляж хороший, да. Свой собственный, с рестораном. Можно и покушать, и отдохнуть, и шезлонги, то есть все есть. Вход хороший в пляж. Ну, здорово. Мне Чистая, нравится. ухоженная квартира. Кстати, я хочу сказать, что в этом доме у нас есть еще одна квартира. Она, конечно, не с таким дизайнерским ремонтом. И мебель там поспокойнее. Цена будет 95 тысяч евро. Тоже будет хороший этаж, тоже чистенькая, аккуратная. Ну, не такая, можно сказать, модненькая. Здесь прям вот все с любовью и с душой сделано. Я еще санузел посмотрю. Давай. Давайте, ребятки, пройдем. Ну, прям красота. В шоурумах не всегда так красиво, как здесь. Согласна. Достаточно просторный. Посмотрите, как здесь ребята все продумали. Большая хорошая стиральная машина, зеркало, душ, водонагреватель. Все прям чистенькое, новенькое. Вот такую квартиру можно взять для себя, либо сдавать ее в аренду. Это тоже будет хороший доход, потому что этот комплекс всегда хорошо сдается, потому что он очень близко к морю. Как ты думаешь, за сколько можно сдавать в аренду? Ну вот смотри, сейчас вообще все занято. Сейчас и отели подняли цены, и квартиры, вот практически невозможно заселиться. Вот такая квартира минимум 1000 евро в месяц, будет высокий сезон сдаваться. А у нас высокий сезон это с мая по октябрь.
Сентябрь-октябрь – это вообще бархатное время, когда у нас нет духоты, не жарко. Вот. А если ее сдавать на, например, долгосрок, 600-700 евро, вот с таким дизайном, с таким ремонтом можно сдавать. То есть она будет работать у вас круглый год. В общем, ребята, нам очень понравилась эта квартира. Карина нам про нее рассказывала, говорит, вам очень понравится, и это действительно так. Если она вам тоже понравилась, и вы хотите ее приобрести, то контакты Карины мы оставим в описании под этим видео. Можно, знаете, как у нас даже зрители делают? Делают скриншот квартиры, которую мы показывали в ролике, и присылают Карине, она сразу понимает, о какой квартире идет речь. Она вот прям буквально недавно у нас вышла на продажу. В основном, когда у нас квартиры покупают, обставляют красивой мебелью, никто с ремонтом не заморачивается. Ну, это потому что как второй дом часто бывает, а здесь вот люди прям, ну, вот заморочились, все красиво с любовью сделали, цветовую гамму подобрали правильно. Это самая красивая квартира, которую я видела. Вот я в тоже Турции, так думаю, каких-либо да, с вкусом, комплексах. с большим вкусом сделано. Правда, молодцы ребята, очень классно. Мне кажется, она быстро продастся. Ну, дай бог. Так, мы приехали на новый комплекс в прямом и переносном смысле. Его только сдают, все готово. Люди заселяются. Вот только что заливают бассейн. 350 метров до моря. Комплекс состоит из 5 блоков пятиэтажных. Смотрите, какая инфраструктура. Здесь тоже хорошо. Здесь тоже есть абсолютно все. Открытый, закрытый бассейн, хамам, сауна, спортзал, генератор, охрана. Все есть. Здесь у нас прям за стеночкой будет знаменитый ресторанчик рыбный, вот прям рядышком. Он уже открыт? Да, он уже там открыт. ели. Да. Очень вкусно. Очень вкусная еда. Мы тут живем. Весь город сюда приезжает покушать. И вот он прям новенький. Он даже пахнет новым, этот комплекс. Здесь вот, может быть, не так зелено, потому что только свежую зелень высаживают. Но, смотрите, здесь большой такой вот огромный масштаб. Да. Очень красиво, ухоженно. Здесь у нас продается квартира тоже 1+1. Я предлагаю тебе пойти посмотреть. Я поддерживаю. Я очень хочу Пошли. посмотреть. Мы, кстати, тут живем по соседству. Следующий – это наш комплекс. Мы хорошо знаем этот район. Ужинали уже в этом рыбном ресторане. Все будете Очень проходить вкусно. мимо Светы и Саши. Да. И Света мимо вас. Заходим в подъезд. Даже язык не поворачивается назвать это подъезд, потому что так здесь красиво. Назовем это холл. Все в зеркалах. Ну, еще ведутся такие чистовые работы. Ну, потому что дом вот только-только сдается. И вот наша квартира. Красивые двери. Да. Заходим. Заходим, Свет, смотрим. Квартира у нас вот как раз как сдает застройщик, можем посмотреть. То есть у нас есть встроенная кухня. Вот такой дизайн серый с рыженьким. Красиво. 1+1, то есть здесь у нас салон. Первый этаж, но смотрите, какая здесь терраса, балкон. Балкон хороший, просторный. Да, вот отсюда видно море, что рядом. Да. Вот кусочек пройти буквально. Вот, и вот смотрите, море. вот это море, вот это комплекс, а вон тот с красной крышей, это наш дом. Мы живем в том комплексе. То есть рядышком. По факту все на одной улице. 1 квадрат, так скажем. Да. Здесь можно поставить большой стол, поместится прям 4 стула, или такой лежачок, гамачок. Можно застеклить, Да, можно будет застеклить. дополнительный кабинет или детская комната. У нас, кстати, очень хорошо пользуются этими балконами, то есть сюда выводят, например, даже и кондиционер, и телевизор вешают, и диванчик, и прям детская комната получается. Так, здесь в этом комплексе хорошие высокие потолки. То есть этот комплекс «Ботаник» называется, когда строили, сразу проектировщик закладывал, что были высокие потолки, поэтому очень светло, очень комфортно. Вот такая вот нейтральная плитка, вот это прям вот ремонт застройщика. Можно То, что заезжать, есть, да. покупать мебель. Почему мы вам решили показать квартиру без мебели, так скажем, абсолютно новую, потому что здесь экстренная продажа, срочно продаем, и цена ее 85 тысяч евро. Хорошая Да, цена. да. Для готовой квартиры. Для очень готовой хорошая. квартиры со всеми документами. Давай, Свет, показывай дальше. Заходим в спальню. И здесь у нас ламинат, по-моему. Это ламинат. Ламинат. Теплый, хороший пол, панорамные окна. Хорошая спальная комната. Хорошая, просторная, Да. большая кровать поместится. И очень шкаф, светлая квартира. тумба, двери хорошие. У нас двери, кстати, такие же. Да? Да. У вас тоже стоят. То есть хорошая цена за 85 тысяч евро, недалеко от моря, комплекс огромный, с полной инфраструктурой. Я считаю, что очень Здесь достойная цена. Просторно, удобный шкаф. Но вообще таких цен нет в этом комплексе.
А она у нас одна осталась. Мы Одна. продали, да, очень много было квартир. Мы на стадии котлована. Кстати, даже на стадии котлована некоторые люди дороже покупали. Просто здесь такие обстоятельства, что надо ее быстро продать. Поэтому вот ты говорила, покажи что-то такое недорогое, Да. и чтобы прям была такая горячая цена. Вот это и Недорогое, есть классно. квартира, да. Карина, а вот, допустим, человек хочет посмотреть все квартиры, которые у вас сейчас в продаже. Мы не можем снять все. Да. Как ему это сделать? Я оставлю свой личный контакт, потому что я быстрее перенаправлю клиента, какому менеджеру надо, и мы вам сделаем подборку. Прям говорите, бюджет такой, хочу то-то, то-то. Все, и мы вам сразу делаем подборочку, тем более сейчас, пока еще уже цены стали немножко подниматься в связи с открытием районов, но еще пока есть клиенты, которые держат свои цены и не поднимают. Вот сейчас самое хорошее окошечко купить. Еще раз напоминаю, что все контакты Карины будут в описании под этим видео. Переходите, спрашивайте, ничего не бойтесь, не стесняйтесь. Карина постоянно на связи, здесь живет уже давно, никуда не уезжает. Все вам скинет, все поможет, подскажет. Если этот выпуск вам понравился, ставьте лайки, пишите добрые комментарии, подписывайтесь на наш канал. Увидимся в следующих видео. Вас очень сильно любим. До новых встреч. Пока. Пока.